Всем привет! Сегодня мы предлагаем вам окунуться в жизнь высшего общества 20 века и посмотреть виллу Эфрусси де Ротшильд. Вилла построена в очень интересном архитектурном стиле. Вокруг нее располагается 9 великолепных садов в разных стилях. Конечно же, открываются потрясающие виды на море. Давайте посмотрим, что же еще интересного приготовило для нас это местечко. Поехали! И вот мы попадаем во дворик перед входом на виллу Ротшильдов. Даже снаружи виллы уже красивые такие необычные сады с скульптурами, с рельефами. Такие все это со вкусом составлено, отличные композиции. Беатриса Ротшильд родилась в середине 19 века и в возрасте 19 лет вышла замуж за Мориса Эфрусси, выходца из Одессы. Его отец был знаменитым торговцем и впоследствии основал свой банк. Морис Эфрусси продолжил его дело. И в 1905 году, после смерти своего отца, Беатриса приобрела 7 гектаров земли на мысе Сан-Жан-Кап-Феррат и начала строить виллу своей мечты. Строительство виллы длилось 7 лет. За это время Беатриса сменила 20 архитекторов. Но вот посмотрите, какая получилась красота! Баронесса была известна любовью к коллекционированию и привезла на виллу множество произведений искусства из разных стран. С балкона второго этажа открывается вид на сад баронессы. Сейчас мы пойдем и все 9 садов посмотрим, ведь они все такие разные. Со второго этажа также открывается обалденный вид на Средиземное море и полуостров. Полюбуйтесь сами. Это первый сад, который нас встречает, и он французский. Французский сад спроектирован в форме лодочной палубы, и он является самым большим из 9 садов. Вдоль этого сада расположен такой вот небольшой пруд, и здесь устраивают музыкальное шоу с небольшими фонтанами. В пруду плавают рыбки. И вообще, посмотрите, какая здесь красота. Очень приятно здесь находиться, очень все ухоженное. Цветут лотосы и кувшинки летом. Вот, посмотрите, как вилла выглядит немного издалека. Очень красиво. Прогуливаясь по французскому саду, в конце можно найти храм любви с видом на водопад. Мы добрались до сада роз, и здесь расположено несколько сортов старинных и современных роз. Здесь очень приятно пахнет, разумеется, а розы названы в честь известных людей, таких как, например, принцесса Монако или сама баронесса Беатриса. В начале мая на вилле Ротшильдов обычно проходит фестиваль, праздник роз, и сейчас, видите, они уже немножечко отцветают. Вот перед вами экзотический сад с кактусами, алоэ, агавы. В переходе между экзотическим садом и японским располагается бамбуковая роща. Как будто мы где-то оказались в Китае, да? Тенистая бамбуковая роща, очень атмосферно.
А вот и сам японский сад. Как я уже сказала ранее, французский сад был спроектирован в форме лодочной палубы неспроста. Беатрис хотела воссоздать ощущение плавания на своей лодке. Находясь в своем саду, она воссоздала свои воспоминания о поездках в разные страны и поселила их как бы в каждый из своих садов. Из японского сада мы переходим в каменный сад, так называемый. Здесь коллекция каменных артефактов, остатков древности. И все это вплетено в растительность и выглядит очень интересно. Гулять здесь такое эстетическое удовольствие. Из каменного сада мы попадаем в маленькую Италию, Флорентийский сад. Здесь настолько много цветов, что до моего носа доносится невероятное количество запахов, очень-очень приятных. А посмотрите, какой отсюда открывается вид на Вильфранш. Вот перед вами испанский сад. Посмотрите, как много здесь красок. Да, это немного отличает его от остальных садов. Мы как будто бы оказались где-то во дворце испанского короля. И вот там, вот за розовыми колоннами, располагается пещера. Давайте посмотрим. Это как пещера Грот. При входе нас встречает крытое патио в стиле итальянского ренессанса. И прямо здесь уже достаточно много предметов искусства. Например, этот старинный гобелен. Фрагменты церковного убранства, возможно, это часть алтаря. Если патио выполнено в итальянском стиле, то все остальные комнаты во французском стиле XVIII века. И в этой комнате, эта комната называется «Маленький салон», то есть такая маленькая гостиная, прекрасно видно, что баронесса Эфроси де Ротшильд превратила свою виллу буквально в музей. Здесь огромное количество предметов искусства. Эта комната большая гостиная, и здесь еще лучше заметен стиль Франции XVIII века. Буквально такие королевские апартаменты. В комнате имеется камин, над камином старинные часы, зеркало. И посмотрите, как украшен потолок. И какой потрясающий вид открывается из окон салона. Невероятно. Вся комната в едином стиле.
Стены декорированы деревянными расписанными панелями. И посмотрите, какие сюжеты на этих панелях. Вилла Ротшильдов ежегодно открывает свои двери для 150 тысяч посетителей. Это сочетание шика и роскоши тех времен, сочетание различных культур. И все это очень приятно для глаза. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и путешествуйте. Бон вояж!